Приближаемся в Венецию на остановку Санта-Лючия. Вот мы и в Венеции. Сегодняшний день был довольно тяжелый. К сожалению, пошел не по плану, так как пропустили Верону. Не смогли туда попасть из-за того, что приехали в Милан на 2 часа позже. Не успели все, что хотели посетить. Но мы не отчаиваемся, идем вперед, и мы в Венеции, и я уверена, что Венеция будет круто, и я уже вижу канал. о, зато красота! Вот это интересно, вот это красота! Я чувствую себя прям в фильмах. Сделали чекаут, поскольку 9 утра. Идем на канал, поедем в другую сторону Венеции. Будем исследовать Венецию, да? Хотим прокатиться на Гранд-канале. Этот канал самый главный в Венеции, который идет через всю Венецию. Грех не прокатиться. Пытаемся разобраться с билетами на водяной автобус. Надеюсь, что мы поняли, как все надо. У меня есть большая проблема. У меня есть человек, который вечно недоволен, всем вечно Я не то, что стрессует. недовольна, я просто все время волнуюсь, чтобы все правильно было. Это все правильно. Гранд-канал проходит через весь город. По сути, Гранд-канал — это главная венецианская улица. Все здания на Гранд-канале построены на сваях, имеют 2 выхода — на воду и на сушу. Разноцветные старинные дома и величественные церкви так красивы, что кажется, будто мы попали в сказку. Приехали на нашу остановку. За минут, наверное, 10, даже быстрее. Ну, подожди, нам уже тогда. Интересно. Вот это мост реально получается. Такой большой. Прикольно на таком автобусе кататься, только жалко то, что слишком много тесно, людей, да. много. Мост Риальто — это один из символов Венеции. Это самый первый и старый мост через Гранд-канал. Смотри, какой он огромный, такой большой, посередине просто дорога идет, и по бокам такой как мост, такой огромный, нет? Ну, я удивлена от этого моста, он такой большой. На мосту находятся разные сувенирные и ювелирные магазинчики. Vestito da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato, se ti vede tua madre lo sa. В Венеции можно легко заблудиться, поворачивать по этим маленьким улочкам, а потом бац и тупик. И блудить туда-сюда по этим маленьким улочкам. Работает нормально, как надо. Да. А из-за чего? Это из-за того, что вот стены кругом все время и сигнал не пропускаете? GPS. В чухне какой-то. Да. Не знаю. Quante cose in un filo di fiato e vorrei domandarti chi è. Лестница Конторини дель Боволо – это самая знаменитая винтовая лестница Венеции. Она необычно красива. Кондитерские только. Тут даже пиццерий меньше, чем кондитеров, мне так кажется. Quelle sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va e non ti senti più
ходить надо много по этим узким улочкам Венеции. Так трудно что-то найти, ходить туда-обратно. Все еще блуждаем в поисках площади Сан-Марко. Очень трудно найти. В этом городе очень красиво играть в прятки. Прятки, да. Тут тебя никто никогда не найдет. Вот видите, какой облом. Офигеть. Опять не туда. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. Мы нашли пьяццу Сан-Марко. Да, вот. И вроде бы идем правильно, вроде бы, но это опять не факт, чтобы опять не ошиблись бы. Наконец-то мы нашли площадь Сан-Марко. Это просто пипец. Я не знаю, у меня просто нет слов, чтобы описать как-то. У меня были мурашки по телу. Тут так красиво. Просто меня это впечатлило даже больше, чем в Милане, дома для Милана. Это так круто, просто супер. Площадь Сан-Марко – это главная городская площадь Венеции. Эта площадь стала культовым местом для всех посещающих Венецию. Здесь сосредоточена масса исторических зданий. Здесь невероятная атмосфера. Такие исторические великие здания, и в них находятся модные новые магазины, какие-то фирменные бренды и рестораны, бары. Так интересно смотрится. Собор Сан-Марко – самый посещаемый храм в Венеции. В храме проводятся богослужения. Особая энергетика этого храма дает впечатление, что ты дотронулся до чего-то невероятно святого и божественного. Решили подняться на смотровую площадку, немножко постоять в очереди. До билета. Вот такая она площадь Сан-Марко. Сейчас полдень, и людей кишит, везде большие очереди. По полчаса надо ждать, чтобы куда-то попасть, чтобы более-менее просмотреть. Но это того стоит. Дворец дождей. На протяжении многих веков дворец служил резиденцией венецианского правительства. Находясь рядом с дворцом, ощущается этот дух могущественной Венеции. В общем, сейчас мы находимся возле Дворца дождей и тюрьмы, которая рядом с ним. Мост вздоха. История такова, что здесь находится Дворец дождей и тюрьма рядом. Раньше осужденных переводили через этот мост, и они последний раз вдыхали воздух Венеции, воздух свободы, поэтому назвали Будем пробовать джелато, homemade джелато. I would like large one. Amarena, yeah, con amarena, cheesecake and vanilla. Шоколадный рай. Какой большой шоколад. Вот наш обед, паста тидо. У меня сливковый микс. И нравится. Да. Город Венеция уникален тем, что он стоит на 118 островах, которые разделяют 150 протоков и каналов. Этот город считается романтичным, ведь эмоциональная атмосфера здесь удивительная. На улицах тишина,
никаких машин, а только шурчание волн. Конечно, ходить по этим мостикам не очень удобно. Через каждые 100 метров мостики переходить, каналы надо. Канальчиков маленьких много повсюду. Это так необычно, что здесь нет дорог, машин. Просто маленькие улочки, каналы, мостики. Не знаю, очень такая романтическая атмосфера. Самое приятное – это заблудиться среди узких улиц Венеции, ведь именно так можно прочувствовать настоящую атмосферу этого красивого города. В каждом углу соблазн. Вот такой вот соблазн. Столько всякого сладкого много. Вот мы находимся на другой стороне Венеции, то есть там, где нет каналов, там, где дороги и город. Совсем отличается, как будто бы уже и не Венеция, а просто какой-то большой город. Шумно, жарко. Туристов мало. И туристов не так, да, много, как в Венеции во второй части. Бандитское место тут. Из-за того, что стенки обрисованы. Да, потому что ты тут находишься. Самый большой бандит в городе. Алик Калин. О,